Молодой Советский Союз не мог победить бедность, но стремился к этому. Иосиф Сталин в свое время с радостью констатировал, что бездомных и нищих в стране нет. На самом деле все было не совсем так. А если говорить откровенно, совсем не так. Были нищие и были бездомные. Как пытались решить проблему? Людей задерживали до выяснения, направляли в приемники-распределители. Если у человека были родственники, то заблудшего передавали им на поруки. Если родных не оказывалось, то трудоспособных направляли в социальные службы, нетрудоспособных в дома инвалидов. Часто по улицам советских городов шатались личности, которые по тем или иным причинам не могли или просто не хотели жить как все. Многие, вернувшись из мест лишения свободы, из-за своего аморального образа жизни были отвергнуты обществом. Не найдя себе достойного применения, оставшиеся без собственного жилья, такие люди попросту становились тунеядцами или бродягами, переходя в категорию людей, о которых сейчас и пойдет речь. Бичи. Бичами, бичуганами, бичарами в Советском Союзе называли спившихся, опустившихся людей, работающих сезонно, на стройках, в экспедициях или саповалах, а в другое время бесцельно скитающихся. Позже значение термина стало еще шире, и бичами стали называть любых неприятных пьющих бродяг, кочующих по стране. Нередко это слово использовалось как средство, чтобы оскорбить кого-либо. Существует версия, что данное понятие произошло от английского слова «бич» – пляж. В англоязычных странах разорившихся людей называли «бичкамбер» – пляжный бродяга. Эти бродяги не имели постоянной работы, но не отказывались от денежной сезонной подработки на вредном производстве, добыче или приисках. Однако хороший заработок не удерживался в их руках. Все быстро расходилось на веселых друзей и женщин или растворялось в бесшабашных гулянках и пьянках. А потом такие люди снова отправлялись на поиски работы или же просто скитались по огромной стране. Их часто можно было увидеть у гаражей или в дальних углах дворов, в компании таких же опустившихся личностей и непременно с бутылкой. Сейчас этот термин практически забыт, а в СССР нередко звучали фразы: «Опять бичи за дом потянулись», «Каждый вечер бичи у этого гаража собираются» и тому подобное. Характерный знак бичей – грязно изношенная одежда 5 или 10-летней давности, иногда немного дороже и современнее, но непременно рваная и сменившая ни одного хозяина. И летом, и зимой многие из этих бродяг носили все имеющиеся у них теплые вещи разом, чтобы никто не украл. Руки и лица бичей всегда были покрыты синяками, ссадинами, царапинами, полузасохшими корочками. Цвет этих разукрашенных травмами и болячками физиономий варьировался от серых до бордовых оттенков вследствие постоянной жизни на улице, редкого мытья и разрушения организма алкоголем. Голоса бичей звучали простуженно хрипло, поскольку быстро садились от систематических возлияний. Еще один непременный признак таких людей – зловоние, образованное запахами немытого тела, грязной одежды и неизменным перегаром. Естественно, что быт этих опустившихся бродяг отличался совершенной неустроенностью, а питание было редким и скудным. Ели они все, что удалось найти, выпросить или купить на поданную сердобольными гражданами мелочь. В 60-70-х годах прошлого века у термина «бич» появилось и другое значение. В лагерях ГУЛАГа так именовались заключенные, с трудом выживавшие в тюрьмах. Сокамерники презрительно называли такого сидельца бывшим интеллигентным человеком, сокращенно «бич», и относились к нему как к бесправному халую. Советский писатель-диссидент Вадим Николаевич Делане вспоминал, что бичи попадали на зону по законам о бродяжничестве или тунеядстве, хотя зарабатывали себе на жизнь на сезонных работах, в рыболовном или охотничьем промысле, на приисках и геологических экспедициях. В лагерях они становились представителями низшей касты, без права голоса. В 70-е годы традиционно считалось, что большая часть бичей избегает столицы и крупных городов, выбирая для своих скитаний обширные площади Сибири и Дальневосточного региона.
Так Владимир Высоцкий говорил, что очень много таких скитальцев попадается в районах золотых приисков, например, в Бодайбо или Магадане. На самом деле подобные бродяги встречались во всех городах Советского Союза, совершенно не радуя своим присутствием благополучных граждан. Была у бичей своя карьерная иерархия. Они разделялись на несколько категорий. Танкисты, обитатели коллекторов, трясуны, попрошайки на базарах и возле магазинов, вокзальщики, промышлявшие на вокзалах и так далее. Сожительниц бичей называли бичихами, места их обитания – бичарнями, а составы, доставляющие сезонных рабочих, или милицейские уазики, везущие пьяных к вытрезвителю – бичевозами. Разницу между бичами и бомжами далекому от этой темы человеку уловить довольно сложно. Поэтому в народе их особо не разделяют. Оба термина употребляются по отношению к спившимся, потерявшим достоинство людям, бродягам и попрошайкам, существующим за счет подаяния или случайных заработков. Судя по переписке известного исследователя отечественной криминальной субкультуры Фимы Жиганца с его соавторами, есть свидетельство, что печально известные ныне бомжи, люди без определенного места жительства, стали потомками советских бичей. Во времена Советского Союза бродяг именовали бичами, а позже их название сменилось на бомжей. И та, и другая аббревиатура имеет советское милицейско-лагерное происхождение, хотя и несколько разную историю. Однако обычным гражданам нюансы этих терминов были неинтересны, и применялись они практически равноправно. Просто со временем слово «бич» стало устаревшим. И все же Жиганец утверждает, что между этими двумя категориями есть существенное отличие. Бичи готовы работать, пусть редко и недолго, а бомжи никогда не станут трудиться, предпочитая попрошайничать, ковыряться по мусоркам и свалкам в поисках еды и спиртного. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных фильмах на канале «Однажды на Земле». До новых встреч!